Здравствуйте, приветствую вас на канале Трикубом. Сегодня мы будем вязать вот эту красивую ленточку, которую я нашла в сборнике двух французских авторов. Их имена вы видите сейчас у себя на экране. Они выпустили сборник в 1976 году и собрали довольно большое количество самых разных узоров. А так как найти название каждому они не смогли, они решили использовать названия городов. И вот здесь вы видите, что этот узор называется Киото. Основной столбик, который будет использоваться при вязании этой ленточки, столбик без накида. Также мы здесь будем использовать соединительную петлю и в самом начале сделаем воздушную цепочку, которую соединим в кружок. Итак, давайте приступим. Присоединяем рабочую нить к крючку при помощи скользящего узла. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Теперь петля на крючке соединяется с первой петлей, которую мы получили от скользящего узла при помощи соединительной петли. Второй шаг. Сейчас, заводя крючок, в центр нашего круга мы провяжем 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый. Теперь нам нужно сомкнуть ряд. Мы заводим крючок в первую петлю или в первый столбик, который мы с вами делали, начиная наш ряд. При помощи соединительной петли смыкаем этот круг. Теперь мы готовы к выполнению нашей ленточки. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Отсчитываем 5 петель на кольце. Вот эта петля не считается, потому что мы только что этот столбик использовали для соединения нашего круга. Начинаем отсчет вот от этой петли. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Заводим сюда крючок, проведя его через 2 дужки. И присоединяем нашу цепочку к кругу при помощи столбика без накида. Следующий шаг. Разворачиваем работу и провязываем вот под эту дугу 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый. И теперь находим первую петлю, вот она, заводим сюда крючок и выполняем один соединительный столбик. Проводим сначала крючок в эту петлю, а потом сразу через ту, которая находится на крючке. И вот мы с вами получили нашу первую дугу. Следующий шаг. Нужно развернуть работу и провязываем сейчас столбик без накида в каждый из столбиков, которые мы только что с вами выполнили. То есть снова делаем 14 столбиков без накида, начиная вот с этой петли. Первый, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. И присоединяем эту петлю. Смотрите, здесь мы присоединили цепочку, а в следующую петлю, вот в эту, провязываем соединительный столбик. Таким образом, у нас эта дуга вот так ровненько примыкает к первой дуге. Ну вот мы с вами получили уже одну дугу. Начинаем выполнять следующую дугу. Нужно развернуть работу. И снова выполняем цепочку из 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Отсчитываем пятую петлю. Вот из этой петли у нас выходит цепочка. Мы начинаем отсчет вот отсюда. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Заводим крючок под обе дужки и провязываем один столбик без накида. Разворачиваем работу. Начинаем провязывать 14 столбиков без накида, заводя крючок вот под эту дугу. Теперь нам нужно соединить эту петлю вот с этой дугой. Заводим крючок вот сюда и выполняем соединительный столбик. Разворачиваем работу и, начиная со второй петли от крючка, провязываем 14 столбиков без накида. Провязав 14 столбик, присоединяем эту дугу к этой, чтобы сгладить этот разрыв, заведя крючок в первую петлю и выполнив соединительный столбик. Вот у нас уже 2 дуги. Начинали мы вот здесь, от кружочка, провязали сначала первую дугу, вторую. И теперь вяжем таким образом столько, сколько потребуется для вашей ленточки. Давайте провяжем еще один круг. Мы закончили вязать, присоединили эту дугу к этой, вот, чтобы здесь было ровно. Теперь первое. Разворачиваем работу, выполняем цепочку из 8 петель. Находим пятую петлю. Отсчет ведем не от той, откуда выходит у нас цепочка, а от этой. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Заводим сюда крючок под обе дужки и провязываем столбик без накида. Разворачиваем работу. Выполняем 14 столбиков без накида под дугу. Теперь нам нужно присоединить петлю на крючке вот к этой первой петле предыдущего ряда при помощи соединительного столбика. После этого снова разворачиваем нашу ленту и провязываем в каждый столбик без накида предыдущего ряда по столбику без накида. Последний 14 столбик. И теперь соединяем наши дуги. Заводим крючок в первую петлю предыдущей дуги и провязываем соединительный столбик. Вот у нас уже готова третья дуга.
В книге написано, что это колечко мы обвязываем столбиками без накида только один раз. И она вот так по своей высоте немножко отличается от всех последующих полукругов. Поэтому, если вы хотите, то вначале можно этот круг обвязать дважды. Тогда, видите, вот я здесь специально оставила. Вот это один раз провязаны столбики без накида, а вот здесь уже начала провязывать второй раз. Тогда здесь тоже можно добиться той же высоты, как и у наших полукругов. Вот такую ленточку мы с вами сегодня научились вязать. Напишите в комментариях, все ли было понятно. А я на этом свое видео заканчиваю. Желаю вам всего доброго. До свидания.